Пацаны, что это? О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж... Представляю вашему вниманию долгожданный эксперимент на 13 миллионов подписчиков. Это очередной миллион на нашем канале. А это что значит? Что мы тратим на этот ролик очередной 1 миллион рублей. Это, скажу я вам так, очень много. Чтобы вы понимали, просто возьму это все в руку. Алло, здравствуйте. Можно, пожалуйста, очень-очень-очень масштабный эксперимент? Да, сегодня будет. Говорят, сегодня будет. Все эти денежки мы просто вольем, прокакаем на видеоролик. Просто для того, чтобы вас порадовать. Это первый масштабный эксперимент на миллион подписчиков, который мы проводим на юбилей, после того, как мы начали вообще заявлять эту тему. Поэтому теперь вы видите, что это действительно так работает. На каждые 100 тысяч подписчиков мы проводили масштабный эксперимент на 100 тысяч рублей, и сейчас на миллион. Поэтому что я могу сказать? Подписывайтесь на канал, чтобы ускорять следующие ролики на 100 тысяч подписчиков и на миллион. И, кстати говоря, уже очень скоро на шапке канала вы сможете увидеть, какой эксперимент будет на 14 миллионов подписчиков, и все эксперименты на 100 тысяч подписчиков, которые будут идти до него. Ну что, Егор, иди трать деньги, у него сегодня самая кайфовая задача. Ну все, всем пока. Поехал на Мальдивы. Всем пока. Эти 150 тысяч рублей мы потратим на 2000 литров перекиси. Удачи вам. Спасибо большое. Еще. Одна такая канистра весит 34 килограмма. Здесь их 67 штук. Здравствуйте. Здравствуйте. Нужно 300 тюбиков голубого красителя. Запросто. 32 400. 32 тысячи на краситель. Я думал, это будет меньше в объеме. Это еще не все. Самый дорогой ингредиент, который мы купим, это йодистый калий. Нам его понадобится 125 килограмм. За него мы отдадим 500 тысяч рублей. Йодистый калий загрузили, все ингредиенты куплены. Едем проводить наш супер эксперимент. Мы уже в полной готовности. Вон, смотрите, мы уже весь ангар облепили полиэтиленом, потому что мы понимаем, что сегодня ангару будет просто задница. Мы прекрасно понимаем, на что мы идем. Мы как минимум знаем, что этот эксперимент будет в 10 раз масштабнее предыдущего. Нам страшно за ангар. Самое главное, где-то посреди этого ангара мы построим дом. Да. Кстати говоря, мы уже начинали строительство дома. Мы планировали сначала провести этот эксперимент на улице. Мы построили каркас, мы все сделали. В итоге оказалось, что там будет плохая погода. Поэтому сегодня мы будем проводить этот эксперимент в ангаре. И это страшно. Но перед тем, как мы перейдем к масштабным экспериментам, проведем пару экспериментов в маленьком масштабе. В мини-домике. И при помощи программы с 3D проектирования мы сделали нам вот такую вот модельку будущего дома, который мы взорвем. Ну а мы реализовали мини-версию этой конструкции, Который прямо сейчас и проведем самый масштабный эксперимент. Кстати, внутри он тоже заполнен. Тут имеется мебель, комнаты, коридор, вход, ванна для перекиси водорода и йодистого калия. Сюда наливается перекись водорода, сюда йодистый калий, и вот так это будет переворачиваться, и реакция пойдет. И для этого надо ферри, йодистый калий, вода и перекись водорода. Далее добавляем краситель и ферри.
То, что произойдет с нашим домом, вы сможете понять вот на основе этого. Деформация не такая же будет, потому что соотношения слишком разные, материалы разные, но именно объем вы сможете понять. Теперь добавляем воду в калий. Теперь главное не пролить. Также от нашей конструкции идет веревочка для дистанционного запуска этой реакции. Раз, два, три. Если смотреть по масштабам, то по идее получается у нас заполнится весь ангар. Я предлагаю сейчас провести еще один эксперимент, еще один мини-эксперимент, но уже сделать этот домик раз в 10 больше. Та-дам! Здесь сейчас будет точно такой же объем, как мы делали в Зорбе. Ну, собственно, технология тут точно такая же, как и в той миниатюре. Теперь добавляем в наш аквариум ферри. Осталось добавить краситель. Ну и перемешиваем эту бодягу. Они собирают эту крышу, я уже не могу, я боюсь отпустить. Там маленькая капля и все испортится. Сейчас будет бум. Раз, два, три. Просто стену выломало! Если сложить эту пену, тут домиков таких 8 или 9. Стенки нет. Вот. Теперь это прям кукольный домик. Представьте, мы построили селидом 6 на 6, высота 5,5. Такой огромный для масштабного ролика. В нашем большом доме большая крыша готова. В этой квартире мы, по сути, уже провели очень много экспериментов. И это, наверное, будет самый последний день этого дома. Ну, вы помните, что произошло с маленьким домом, у него просто выломало стену. Здесь, скорее всего, произойдет примерно то же самое. И самое главное, хоть эта квартира была уже готова давно, все вот эти комнаты, они уже стояли, но если до этого вся вот эта вот локация, это была всего лишь декорация, сейчас же это можно назвать полноценным домом. Не только внутри, но и снаружи. Настоящий дом в ангаре! Пока достраивался этот дом, уже были куплены реактивы. Вот они стоят здесь. Это, мать его, 2 тонны. Это, если сложить все реактивы, то это получится порядка 3 тонн. А то, как увеличивается объем вот этого всего в объеме, вы знаете, вы видели, как это происходило. Когда мы заливали вот такую маленькую баклажку, она увеличивалась в размерах раз в 100. Я думаю, будет задница этому дому. Могу сказать так, что я уверен в том, что ангар заполнится этой пеной полностью. По сути, ребят, уже все готово, все куплено. Предлагаю начать установку конструкции и плавненько перейдем к запуску. Погнали! Сама пугает, что такие масштабные поделки, они внутри дома. Давайте я сейчас покажу, как работает наша конструкция. Для этого надо подтянуть вот эти 2 веревки. Максим, когда будет отрезать, будет вот так. И все, химия перемешается, тут будет бум. Надувать будешь?
Все, осталось только заткнуть дырки бассейна и по сути все. Все, наши бочки в боевой готовности. Кстати, ребят, одно из самых важных. Мы так и не сказали про то, что это дом номер 13. 13-я квартира. Почему? А все это потому, что на канале 13 миллионов подписчиков. Сейчас мы берем синий краситель и выливаем в отдельные ведрышко. Это делается для того, чтобы мы могли просто взять и разом вылить весь краситель в наш бассейн. Вот так. Лайк однозначно надо поставить за эту работу. Так, краситель весь выжат. Теперь нужно его весь для начала аккуратно донести, а потом вылить в бассейн. Ну что, ребят, йодистый калий с водой перемешан. Ты понимаешь, что уже близко? Это уже почти финал. Да, я жду не дождусь на самом деле. Все держится. Все четенько. Прикол в том, что от этой конструкции, по сути, зависит все. Если она вдруг сейчас, в какой-то момент, решит перевернуться раньше, во-первых, эксперимент пойдет через задницу, и жизнь всех нас тоже пойдет в задницу. Но мы же профессионалы своего дела, правильно? На самом деле шутки плохи, потому что перекись очень опасная тема. Поэтому мы надеваем вот такие вот полиэтиленовые костюмы. И заливать все это будет ограниченное количество человек. Только те люди, кто очень хорошо защищены. Когда бассейн вот-вот уже скоро заполнится, становится реально страшно. Обычно в таких масштабных экспериментах, мне кажется, а получится ли, а сработает ли? А здесь я практически на 100% уверен, что реакция сработает как надо. И как раз таки от этого страшно. Это огромный дом в огромном ангаре. Осталась последняя канистра. Мы уже на финишной прямой. Уже совсем скоро мы оборвем эти веревки и начнется взрыв. Ну что я могу сказать? Мы в Галлии, перекиси, ферри и красители. Короче, в дерьме. Перчатки, будучи белыми, стали вот такими вот. Ну что, ребят, до начала эксперимента осталось буквально считанные секунды. Да! Самое страшное, что, скорее всего, сейчас действительно разнесет квартиру. Скорее всего, но не факт. Но в любом случае, мы сейчас вам обеспечим самую масштабную в мире реакцию слоновьей пасты. Мы пересмотрели весь YouTube, такого масштаба не было нигде, даже за рубежом. На такую сумму никто еще не покупал этой фигни и не делал с ней такие реакции. Самое главное, основная цель всего вот этого не просто сделать реакцию внутри квартиры. Все стены будут сдерживать давление, у пасты просто не будет никаких вариантов выхода, кроме как просто сломать этот дом. Я, кстати, на всякий случай вот набрал. Блин, капец, как сейчас хлынет давление. Я надеюсь, мы соседей не побахнем этой пеной. Боюсь реально, что мы сейчас заденем соседей. Вот, Я вот встану, она не пройдет вот так вот. Я встану, она не пройдет вот так вот. Я жду того момента, когда эксперимент завершится, и мы уже достанем оттуда камеры и посмотрим на то, что вообще там было. Вы готовы? Да! 3! 2! 1.
произойдет? Какого хрена? Пацаны, что это было? Я стою мне в Пацаны, лицо! лица протирайте. Меня накрыло! Я побежал и ничего не видел! Я просто стоял, снимал слоумо, а оттуда ветер просто в меня было! И я просто бежал! Да вот этот момент безумный просто! Я вижу, что какой-то конец света начинается! Я оказался внутри-то! Я тоже! От ангара ничего не осталось. Ну, как бы воздух теплый пошел, я разворачиваюсь, и все, пелена. Ничего не видно. Куда бежать? Все спотыкаются, падают. Я слов. Тут не то, что дом заполнил, а тут целый ангар, да еще на улицу вылетело. Ребята, это просто жесть! Что нахрен такое увидите? Я просто в шоке. Опять свет, да ну нахрен. Я просто не представляю, что там внутри творится. Ребят, вы просто посмотрите, во что мы превратили 1 миллион рублей. А просто представьте, что будет со следующим миллионом. Я думаю, вам просто нужно взять сейчас и подписаться на этот канал, чтобы увидеть весь такой масштаб. Мы снимем еще просто кучу роликов. Ребят, все в ваших руках. И после всего вот этого, вы хотите сказать, что такое вы где-то увидите? Конечно же нет. Вы подобное сможете увидеть только на нашем канале. Как уже сказал Диман, и с каждым миллионом будет все круче и круче. Поэтому подписывайтесь, ускоряйте выход следующих масштабных экспериментов. Дальше будет разрыв еще сильнее. Обещаем, ребят. Боже мой, что за жесть! Ну, а мы дождемся завтрашнего дня и посмотрим, что там вообще произошло, потому что вообще непонятно. Я не знаю, как мы сможем вообще сейчас закрыть ангар или нет. Или пена такая: нет, уходите отсюда. Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!